Всем привет, мои дорогие подписчики! Вы на канале Дубль 2. Я Галина. И всем привет моим зрителям. Становитесь, пожалуйста, моими подписчиками. Это поможет мне развивать дальше мой канал. Я немножко решила поменять формат своего канала, ну прям чуть-чуть. О своей жизни в Сербии я буду также делать полноценные ролики, там 20-30 минут, как будет получаться. И также решила делать отдельно коротенькие сжатые ролики, просто с информацией конкретной, без прогулок по городу и так далее. Это те ролики, которые касаются именно легализации, то, что мы здесь делали, оформляли все. Это будет ролик о ВНЖ, о медицинской страховке, опять же, о том, как мы меняли права на российские, на сербские. Это будут небольшие ролики, сжатая только одна информация. И сегодня будет такой ролик. Он будет интересен мужчинам, которые переехали из России в Сербию, о том, как сняться с воинского учета в России после того, как вы переехали жить в Сербию. Что для этого нужно? Всегда напоминаю, что я делюсь собственным опытом. То, как происходило у нас, возможно, у кого-то есть другой опыт. Мне иногда пишут, говорят, что вы говорите вот даже неправду. Но я всегда объясняю, что это мой опыт. У нас было так. Вот наш опыт снятия с воинского учета в России после того, как мы переехали жить в Сербию. Самое важное, что необходимо сделать после того, как вы решили переехать жить в Сербию из России, это сделать доверенность на какое-то доверенное лицо, кто у вас останется в России. Родственник, кому вы просто доверяете, вы должны сделать доверенность обязательно. Кто потом ваши документы понесет в военкомат. Приехав в Сербию, первым делом для того, чтобы сняться с воинского учета, вы должны получить ВНЖ. ВНЖ, как известно, можно получить по разным основаниям. Мы получили его по тому основанию, что мы приобрели здесь жилье. И вот по приобретению недвижимости мы получили ВНЖ и подали на этом основании документы в России в военкомат о том, что мы хотим сняться с учета. То есть, конечно же, это не мы хотим, то есть это сын снимался с учета. Я просто расскажу, как мы все это делали. Значит, получив ВНЖ, примерно мы его ждали месяц, мы заказали, уже живя здесь, в Сербии, мы заказали, просто отправив копию ВНЖ и договора купли-продажи одной из компаний, которых много, во всяком случае, в Подмосковье, в Москве, она не одна. Мы просто по интернету нашли компанию, которая занимается переводами документов и заверением, нотариальным заверением этих документов. Скинули им копию договора купли-продажи нашей квартиры и карточки ВНЖ, пластиковые карточки ВНЖ с двух сторон. Нам сделали буквально за пару дней переводы, заверили, нотариус заверил. Значит, что хочу здесь отметить. Нам сделали заверение по копии. Оригинала мы не предоставляли. Вот, то есть можно так сделать. После этого, когда были готовы переводы, наше доверенное лицо сходил, получил эти переводы в Москве. Значит, на кого мы делали доверенность? Получил переводы в Москве этих двух документов. Также у него были на руках билеты, по которым мы приехали сюда, в Сербию. Также у него была копия паспорта, загранпаспорта сына, с страничкой, где была отметочка о пересечении границы в Сербию, о въезде в Сербию. Это важно, то есть такая копия тоже нужна. Также оригинал приписного. То есть мы заранее отдали приписное доверенному лицу нашему. То есть перечислим еще раз. У вас должна быть доверенность на доверенное лицо, которое понесет все эти документы в военкомат в России. Вы передаете доверенному лицу следующие документы. Копия заверенная нотариально, это обязательно, боровка и основание, по которому вы приобрели здесь ВНЖ. В данном случае, вот в нашем случае, это была покупка квартиры, недвижимости, то есть договор покупки квартиры. Копия заверенная нотариально и обязательно в России. Если вы сделаете перевод в Сербии,
этот перевод не будет действительно. Эти переводы документов, которые вы предоставляете в России, должны быть именно переведены и заверены в России, то есть в той стороне, где вы их будете предоставлять. Если бы вам нужно было предоставлять документы здесь, в Сербии, то тогда вам нужно было бы не в России делать копии, заверять документы у нотариуса, а именно в Сербии. То есть туда, куда вы предоставляете документы. Там и нужно делать переводы и заверения. Опять заново начнем. Значит, это первое. Это копия, заверена нотариально, Боровка. Это копия основания, по которому вы получили ВНЖ, в данном случае покупка квартиры. Это копия загранпаспорта со страницы, там, где было пересечение, отметочки, где было пересечение границы, что вы прилетели в Сербию. Это билеты, это оригинал приписного, и самого доверенного лица должны быть тоже копия документов, то есть копия его паспорта и копия доверенности. И, конечно, и оригинал доверенности тоже. Мы оригиналы делали два, когда оформляли доверенности. Один был у нас, второй мы отдали доверенному лицу. Вот, с этими документами вы обращаетесь в военкомат. Именно в тот военкомат, даже если вы уже выписаны из России, вот как у нас было, мы уже выписались и улетели жить в Сербию. Но вы должны отдать документы именно в тот военкомат, где вы были на последний момент перед переездом в Сербию, стояли на учете. Именно там. Доверенное лицо приносит все эти документы, отдает их. И в нашем случае нам сделали буквально за один день. Но я слышала, что обычно бывает так, что принимают документы и проходит какое-то время, и тогда они выносят решение о снятии с учета. В нашем случае нам сделали почему-то за один день. То есть как бы мы очень рады. Наше доверенное лицо сходил, отдал все документы и в этот же день скинул нам копию решения о том, что сын снят с учета. Поэтому, видимо, во всех военкоматах по-разному все происходит. В общем, все. По другим основаниям ничего подсказать не могу, потому что мы так не делали. Еще раз напоминаю, что я делюсь только собственным опытом. Я никого ничему не обучаю, а только делюсь собственным опытом переезда из России в Сербию.